Привет, привет всем! С вами снова, вернее, даже не снова, а наконец-то, после столь долгого молчания, снова я на своем канале. Конечно, этому молчанию есть объяснение, есть оправдание, о чем я вам постараюсь рассказать в этом видео. Чуть-чуть так, совсем немножко рассказать о том, что ожидает на моем канале в будущем, о чем я буду рассказывать, что я буду показывать. Об этом всем впереди. Сначала, конечно, большое спасибо всем моим постоянным подписчикам, которые меня не покинули, которые так надеялись, наверное, что я тут наконец-то вернусь. Я вернулась. И надеюсь, что в дальнейшем вас будет ожидать, что вам понравится. Не только рассказ или показ, где я чего нахожусь, но также адаптация в новой стране. Как же пенсионеры приживаются в Испании? Да. Я говорю, у меня много новостей, которых я постараюсь всех рассказать. Но не только, конечно, в этом видео, но, конечно, и в будущих. И также, конечно, на моем канале будет новость. А новость такова, что у меня появилось много свободного времени. В общем, все мое время, оно теперь свободное. Об этом тоже все впереди. Да, я говорила уже, у меня много-много разных новостей. Все не покажу в этом видео. Точно нет, расскажу, точно. И новость такова, значит, что я на этом канале буду не только адаптацию рассказывать, именно как мы адаптируемся, пенсионеры. Я уже почти пенсионерка, муж мой уже пенсионер, конечно. Адаптируемся в Испании, но и также в свое время потрачу на свои любимые именно выпекания. Я очень люблю делать разные торты, пирожные, именно украшать их. Люблю также готовить конфеты, печенье разные. В общем, много-много всего разного. Да, здесь едут машины, меня отвлекают. В общем, я наконец-то решилась посетить также немножко такой рубрики, как приготовить такие разные вкусняшки. И, конечно, большое спасибо моим всем новым подписчикам. Чуть-чуть вам расскажу о себе, а уже которые знают обо всем, напомню просто, что я из Риги. И мы с мужем во время ковида, конечно, не самое удобное время, но решили чуть-чуть попутешествовать. И на год, чуть больше даже года, переехали в Турцию. Именно в городок Алания. Конечно, очень красивый городок, мне там очень понравилось. Как мы там адаптировались, можете посмотреть сейчас по ссылочке наверху, добавлю ее, хотя бы одно из этих видео. Если кому интересно, можете посмотреть. Турция все-таки это мусульманская страна, и мы все же решили вернуться обратно в Европу. И переехали на Тенерифе. Там мы прожили чуть больше полгода и поняли, что остров тоже не наш. Вернулись обратно в Ригу, уже с пониманием, где мы в дальнейшем хотим поселиться. И уже дальше бились, именно шли к этой цели. И, наконец-то, мы дошли. Но сегодня я еще, конечно, не в Испании. Я просто по дороге. Завтра я уже буду там. Но когда мы прилетели, мы сегодня в Каунасе. Да, в Каунасе. И когда мы прилетели сюда, я зашла на старый город и поняла, что он настолько красивый, что решила его тоже оставить здесь на память. И этот городок чуть-чуть вам показать. Как-то так получилось, что в Каунасе я еще ни разу не была, поэтому, как-то комментировать многое здесь ничего не смогу, но показать смогу. Это мы находимся в старом городе. Очень-очень много здесь разных кафешек. Сидят, отдыхают, погода отличная сегодня. Да, не уверена, что я это видео, конечно, смогу, и то, что не уверена, а так и будет, что я его сразу завтра не выставлю, как обычно. Выставлю я его только по прибытию в Испании. Как я уже говорила, в Испании я буду завтра. Буду именно в Аликанте. Но в Аликанте мы жить не будем. Там я не останусь, я тоже проездом. И Торревьехе я не буду жить, хотя там очень-очень много латышей, именно с Латвии людей, проживающих. Там очень много тоже русскоговорящих.
но мы решили поселиться в небольшом маленьком городке. Ну да, Ригу мы действительно покинули совсем, поэтому мне и времени не было ни на каких видео. YouTube совсем поэтому забросила. Я закрывала свой бизнес, я прощалась с Латвией, все документы, там столько было дел, что я даже не верю, что я прошла уже сквозь этот весь кошмар. Но я прошла, и не только Латвии надо было все оформить, сделать и переделать. Ой, столько всего. Если кому это интересно, как это все я делала, как это происходило, пишите. Я, конечно, буду все объяснять по поводу нашего переезда. Да, сейчас немножко помолчу, покажу вам что-то интересное, новенькое. Ведь сама я здесь, как говорила, в Каунасе не была. А что это такое, я не знаю, но я туда не пойду. Кто знает, пишите, пожалуйста, мне. А что это такое? Здесь много разных архитектурных таких строений, ну прям как чуть-чуть даже, ну вот уже почти уже, можно сказать, как в Вецриге, очень-очень похоже. Ну, конечно, это не Вецрига, но это старый город в Кауне. Да, тоже красивый городок. По крайней мере, старый город точно очень интересный. Так что, как я говорила, прошла я через этот весь кошмар, который меня... Да, вообще, да, муж даже спрашивал, вот если бы ты знала, что тебе надо будет сделать, вот именно, ну, все пройти через все то, что я прошла с этими документами, нотариусами, всеми адвокатами, ужас. Он говорит, ты прошла бы еще раз, пошла бы на это, взялась бы за такое дело. Знаете, я так замолчала. И думала, вот да, действительно, этот кошмар был такой, но думала, нет, я сказала, прошла бы еще раз, потому что я знала цель, я знала, где и что я буду. Да, так мы попрощались с Латвией, возврата там все, больше нет. Ну, хотя, как говорят, никогда не говори никогда. Не-не-не, мы собираемся свою жизнь дальше продолжить только в Испании. Это была наша цель. Ну, вот мы сейчас совсем близко, рукой подать, завтра уже будем там. Но все нам еще сложно все ожидает впереди. Знаю, что могут быть разочарования какие-то, все. Но мы уже едем с таким именно настроем, что все там хорошо, все отлично. И даже если что-то не понравится, надо брать все, думать позитивно, и все будет хорошо. Так что мы будем теперь, вернее, я буду вас ознакомливать, как же мы... Ну, я почти пенсионер, я еще не пенсионерка, но почти. Ну, решила уйти заранее уже на пенсию, поэтому я говорю, заранее бросила весь бизнес, все. Я думаю, что я уже заслужила отдых. Все-таки в бизнесе, знаете, 30 лет, это уже что-то. Все, надоели мне эти все... Ой, не хочу больше говорить, думать. Даже думать не хочу об этом. Все, мне там уже все надоело, уже устала от этого бизнеса всего. Хочу отдыхать, наслаждаться просто жизнью. Все. Да, как уже говорила, погода сегодня просто чудесная. Вечер отличный. Тут сегодня какой-то слет мотоциклистов. Не знаю, что это такое даже. В этом я совсем не разбираюсь. Но показать чуть-чуть вам покажу. Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine now. Na, 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 na. I got a good feeling. Na, 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 na. I got a good feeling. Good feeling. You wanna know is how to hold on to it every moment. Dive into it like my love is an ocean. It's overflowing. I swear it's golden. So good that I'm rolling. Baby, you make me crazy. I'm seeing roses. Baby, just maybe you save me. Oh, take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you want.
Ой, такое спокойствие. Да, я была уже в июле в Испании. Я говорю, столько на времени было занято, пока нашли мы себе апартаменты, которые купили. Ну, даже надо сказать, что мы еще их не купили, но мы уже оформляемся, все это происходит, все в действии. Поэтому постепенно все, я вам это тоже, я говорю, если это интересно, пишите, я расскажу. Обязательно в своих видео покажу. Хотя я думаю, по прилету я тоже буду чуть-чуть занята, наверное. Может быть, еще какую-то пару недель. Еще помолчу на своем канале. Ну, а потом уже с таким усердием возьмусь, что я успею вам надоесть. Ну, что, вот еда вот именно вот в этом городке очень вкусная. Это я уже точно испробовала. Здесь очень вкусно готовят. Очень вкусное мороженое здесь. Но цены, конечно, не дешевые. Может, потому что мы в Вецриге. Ой, видите, вспомнила все равно Вецриге. Ой, нет. В старом городе в Риге. Я думала, в Старой Риге. Нет, мы в старом городе Каунас. Может быть, потому что это туристический такой район. Ну, старый город. Может, поэтому цены такие. Но цены здесь очень даже кусаются. Маленькое мороженое, но оно очень вкусное было. Стоит 3 евро. Ну, еда, конечно, вкусная, но тоже, чтобы пообедать, вот именно в таком, ну, нормально взять второе блюдо, там что-то еще такое чуть-чуть. Ну, в общем, оно обходится около 30 евро на человека. Так, чтобы вы понимали, что цены, да, здесь действительно кусаются. Да, я все время действительно была настолько занята. Мне даже многие говорят, как ты, Ингрида, теперь сможешь жить в таком спокойствии? Ты же вообще как в таком динамичном ритме все время вообще без остановки была, да? Ну, бизнес это вынуждает, да, там, ой, даже, я говорю, вспоминать не хочу. Вынуждает, конечно, это тоже в таком ритме жить себя, все время ты бежишь, что-то все время кажется, ты этого не доделал, там ты обязан что-то, там ты ему что-то должен, там что-то надо сделать, там доделать. Ой, даже теперь это как кошмар, что я вот только второй день вот это свободно так настолько чувствую свободу, что я не могу надышаться, нарадоваться этому. Может быть, мне это надоест. Может быть, я не знаю, но я думаю, что нет. Как может надоесть свобода, правда? Что ты никому ничего больше не должен, никому ты не обязан, и на цифры ты не должен смотреть даже. Ну да, хорошо, что у меня есть дети. Так надо сказать, что вся поддержка у меня теперь, конечно, будет, как я сказала, я еще не пенсионер, я бизнесмен в отставке. Но хорошо, что у меня есть дети. Ну, благодаря им, вот, я смогу наслаждаться свободой. Ну, и если кто думает, что я смогу тут проживать в Испании на латвийскую пенсию, нет, об этом не надо даже думать и мечтать. Но я говорю, все вопросы, которые, если у вас будут, смело пишите, я буду рассказывать в своих видео, как, чего, ну, как адаптируясь, не только это, но именно по финансовой части, как можно, пенсионер может там прожить и как адаптироваться, как я уже говорила. Я все могу рассказать вот именно на своем примере все. Но, как я уже говорила, на латвийскую пенсию я даже не надеюсь, что я там смогу прожить. Там, может быть, я смогла бы прожить 2-3 дня. Я, правда, не знаю еще, какая она у меня будет. Но у меня, я как уже говорила, у меня был салон и бизнес тоже в Лондоне. И благодаря этому у меня будет совсем другая пенсия. Вот на нее я очень большие надежды ставлю. Так что надеюсь, что не только меня, но и вас ожидают интересные разные приключения уже со мной в Испании. Конечно, как я уже говорила, будут, конечно, наверное, какие-то тоже заковырки. Надо будет к чему-то привыкать. Я уж очень хорошо понимаю. Язык, если кто спросит, учу ли я и знаю ли я. Нет, язык я не знаю, но я его уже взялась учить. Вернее, мало же времени не было свободного, да, сколько там оно у меня было. Все же надо было закрыть, перекрыть, надо было все ликвидировать. Ну ладно, в общем, очень много дел. И сколько я смогла, посмотрела и поняла, что я его осилю. Тем более, что желание есть. Так что учить язык буду, если даже не буду справляться сама, онлайн-вариантом, да, я обязательно пойду на курсы, что я думаю, что быстрее всего так и будет.
там бесплатные курсы есть также самовозможность. Или совсем за небольшую плату, не такая там уже большая плата, там оплата идет помесячная или как там, я не знаю. Ну, в общем, все это узнаю, все вы тоже будете знать, если вам будет интересно. Обо всем буду рассказывать. Но единственное, вот имеется в виду, что мы из Латвии, это, конечно, Евросоюз, мы из страны Евросоюза, также переезжаем в страну Евросоюза, да. Поэтому я буду с точки зрения вот именно жителей Евросоюза рассказывать адаптацию, да, поэтому совсем другое, если, наверное, другие правила, все, именно легализация, это, конечно, жителю, например, не Евросоюза. Итак, моя вечерняя прогулка по старому городу Каунаса завершается. Я дошла до нашего отеля, где мы остановились. Ну да, отель тоже неплохой. Если кто будет в Каунасе, ну, смело могу советовать. Это неплохой отель. И на этом я закончу свое сегодняшнее видео. Спасибо, конечно, всем за просмотр, за ваши лайки. Пишите комментарии, обязательно отвечу на все. И не забудьте, конечно, подписаться, кто не подписался. И до новых встреч теперь уже в Испании. Пока-пока!